На дворе 2025 год. Каналу Spidey Santa исполняется 5 лет, и можно подводить небольшие промежуточные итоги. Каких игр мы успели коснуться? Вот вы тоже чувствуете, что в этом списке гигантов отсутствует очевидная легендарная игра, которую я обязан был затронуть еще много лет назад. Да, друзья, речь идет о той самой Ultimate Spider-Man, которой в этом году исполняется целых 20 лет. И вот после проведенного в сообществе голосования я глубоко вздохнул, уселся за ноутбук и сказал: пора. И началась работа над обзором ранних билдов. Но чем глубже мы с гением Карпатом копали, тем больше интересных деталей находили. И в итоге наш фокус переключился на обзор вырезанного контента. Во время очередных поисков мы случайно потянули за ниточку, связанную с загадочным отмененным сиквелом. Клубок начал распутываться, и внезапно мы нарыли поистине захватывающие факты, о которых вы, вероятно, никогда не слышали. Всем привет, с вами снова Spidey Santa, и вы смотрите обзор отмененной игры Ultimate Spider-Man 2. И прежде чем мы начнем, я хочу поблагодарить всех причастных. Во-первых, мне не хватит слов, чтобы описать, как я благодарен одному из художников Ultimate Spider-Man, Йену Хосфельду. Без его великодушия и помощи данного видео просто не существовало бы. И каждый из вас может прямо сейчас поблагодарить Йена и выразить ему респект, подписавшись на его онлайн-портфолио, ссылку на которое я оставил в описании. Во-вторых, я хочу выразить отдельные слова благодарности еще нескольким художникам из Triarch, которые пожелали остаться анонимными. Они не просто поделились подробностями разработки отмененного сиквела, но и прислали эксклюзивные материалы, которые мы сегодня обязательно разберем. В-третьих, я безмерно благодарен гению Карпату за его помощь в создании этого видео и всем подписчикам. Ведь именно это голосование запустило всю цепочку событий, и без него мы вряд ли бы увидели в ближайшее время ролики по Ultimate Spider-Man. Ну ладно, все, что-то я заговорился, давайте переходить к самому интересному. 22 сентября 2005 года в свет выходит легендарная Ultimate Spider-Man. Игру ждали фанаты по всему миру и приняли ее с огромным восторгом. Яркий селшейдинговый визуал, зажигательный саундтрек, лор из одноименной линейки комиксов и, конечно же, возможность поиграть за самого Венома. Игру разрабатывали на движке второго Паучка с использованием ассетов из The Movie. И пусть большинство задумок в итоге оказалось на релизе, чем-то все-таки пришлось пожертвовать, чтобы уложиться в сроки. Ведь перенос даты релиза — это всегда финансовые издержки, поэтому что успели, то и выпустили. А что делать с нереализованными идеями? Правильно, реализовать их в сиквеле. Ведь вроде бы и критики выдали проекту исключительно положительные отзывы, да и в ноябре это была самая продаваемая игра Activision. Все вводные данные для разработки сиквела были, поэтому почти сразу после релиза первой части команда начала работу над Ultimate Spider-Man 2. Начну с того, что в игре планировался второй играбельный персонаж — Зеленый Гоблин. По геймплейному стилю он был схож с Веномом из первой части. Такому персонажу с вертикальной мобильностью требовались новые, более надоедливые болванчики, и они действительно были в разработке. Перед вами прототип новых боевых мини-вертолетов Щита в двух вариантах раскраски от анонимного художника. Задумка была в том, что внутри размещались два агента, один из которых управлял воздушным судном, а второй отвечал за управление мощным пулеметом. А сверху это чудо техники должно было выглядеть следующим образом. Теперь давайте поговорим о нашумевшей зимней погоде, которую также планировали реализовать в сиквеле. Портфолио Йена может похвастаться всем известным артом. Горящий мускулистый гоблин, нежно летящие снежные хлопья и запачкавшийся в снегу Питер, который принял боевую стойку в ожидании схватки. И
Интересно, что по словам все того же Йена, снег тестировали еще в первом Ultimate, но, видимо, из-за технических сложностей и малого количества времени, его пришлось перенести в сиквел. Также в октябрьском билде даже можно найти опцию Snowballing, что переводится как «игра в снежки». Однако из-за повреждений данного билда эту функцию протестировать нельзя. Но не спешите расстраиваться, ведь портфолио Уильяма Лэг содержит раритетную анимацию того, как паучка закидывают снежками. В том же портфолио можно найти и интересную анимацию, как Питер шуточно пытается с кем-то вступить в бой. Но я не уверен, может ли эта анимация относиться к сиквелу. Сама идея Снежного Нью-Йорка принадлежит ведущему художнику по текстурам Крису Селазу. По словам Криса, команда успела создать для сиквела заснеженные деревья и даже несколько наборов заснеженных уличных плиток. А сам Крис создал витрину с прозрачным стеклом, за которым виднелась атмосферная рождественская выставка. Но, что было ожидаемо, это очень сильно нагружало память. Но, как говорится, не одними витринами едины. Еще одна вещь, которая планировалась в сиквеле, это более масштабный Нью-Йорк. По словам все того же Криса, город должен был обзавестись более богатыми кварталами с улучшенной палитрой и свежими архитектурными стилями, а также планировалось ввести ограниченные зоны, которые делили Манхэттен пополам. И благодаря портфолио Трэвиса Истеп мы можем детальнее рассмотреть, что же конкретно планировали разместить в новой части Нью-Йорка. Итак, новый район Бруклин являлся продолжением недоступной территории на юге Квинса из первого Ultimate. Двигаясь с севера на юг, нас встречала река Ньютон, которую окружали индустриальные постройки и малый бизнес. Отдаляясь в южном направлении от реки, мы также могли лицезреть блокированную застройку по центру и некую зону с проектами на востоке. На побережье должна была расположиться военно-морская верфь, окруженная промышленными строениями, которые принадлежали самому Норману Осборну. Причем, судя по пометке Rundown, некоторые из них находились в запущенном состоянии. В южной части Бруклина индустриальные кварталы сменялись коммерческими комплексами, количество рядных домов заметно увеличивалось, а сам район, судя по пометке Эрти, выглядел достаточно вычурно с нарочитой демонстрацией интереса к искусству. И именно южную часть Бруклина должен был соединять Бруклинский мост, концепт-артами которого со мной любезно поделился анонимный художник. На первых артах мы можем оценить мост в общих деталях с различным количеством несущих тросов. Вот так мост должен был выглядеть сбоку, а такой вид был у него сверху. На следующем концепт-арте можно посмотреть на колонны в разрезе, а на самом мосту планировали разместить вот такие интересные фонарные столбы. И этот мост приводил нас на красивую набережную бруклинских высот для променада. А все эти кучные дома внутри индустриального хаоса порой разбавляли небольшие парки и крохотное скопление одиноких жилых домов. Ну и, конечно же, на самом юге Бруклина должен был находиться легендарный Кони-Айленд с потрясающим парком развлечений. И знаете, звучит все это достаточно масштабно и безумно интересно, ведь вы только вдумайтесь, в 2005 году амбициозная команда планировала сделать то, что другие смогли реализовать только в 2023 году. И у меня даже есть предположение, что Бруклин планировали еще в первом Ultimate, поскольку в июньском билде уже заложены сегменты из нереализованного района, а в недоступной на релизе области даже расположен токен одной из гонок Венома. А теперь предлагаю поговорить про самую интересную часть видео — сюжет. И сразу же сделаю небольшую ремарку. Время от времени я буду обращаться к игре Spider-Man Battle for New York и арке комиксов «Смерть Гоблина», поскольку и игра, и комиксы — это не что иное, как адаптация событий отмененного сиквела. И второй факт подтвердил сам Йен. Начну с того, что события финальной миссии в первой части были изменены. Первоначально в Ultimate Spider-Man у обеих сюжетных линий были свои отдельные концовки. Первую концовку мы, по сути, с небольшими изменениями увидели на релизе. Повествование велось от лица Питера, он читал досье, и внезапно нам показывали тюрьму в Трискелионе. В своих камерах друг напротив друга сидели О'Хёрн и Электро,
и обменивались издевательскими фразочками. В коридоре сурово стоял Фьюри и размышлял о гоблине, который вновь оказался в заточении в криокапсуле по соседству с другими плохишами. Заканчивалась эта сцена тем, что Николас таинственно скрывался в недрах темного коридора. Во второй концовке повествование велось уже от лица Эдди. Он пересказывал события финального сражения с Питером и упоминал, что отныне он обладает полным контролем над костюмом. И внезапно, посреди этого рассказа, нас переключали на загадочный замок в Латверии, где выяснялось, что все это время Жук работал на самого доктора Дума. И в последнем кадре Жук должен был передать хозяину успешно добытый образец Венома. Подробнее про первоначальный сюжет финальных миссий и те самые концовки я расскажу в отдельном видео с разбором вырезанного контента Ultimate Spider-Man. А сейчас для нас важно следующее. Получается, что мы должны были увидеть жирный задел на сиквел в лице двух сюжетных линий: секретные делишки Фьюри и тайные планы доктора Дума. Запомнили это? Теперь давайте разберем эксклюзивные сториборды и посмотрим, какой сюжет планировался в отмененном сиквеле. Они были найдены на старых заброшенных форумах, но не переживайте, Йен не только подтвердил их подлинность, но и помог разобраться с сюжетом. Итак, поехали! Первая миссия стартует прямо в разгар сражения Человека-паука и Сорвиголовы против членов Руки. Без особых трудностей герои раскидывают ниндзя, а затем почему-то Мэтт начинает читать нотации Питеру. На этом члены Руки пропадают, а нас перебрасывают в Квинс, где Питер провожает Мэй в поездку. Вероятно, таким образом герой пытается уберечь свою тетю от опасности. Кстати, похожее развитие событий мы увидели в комиксе. Затем Питер, как обычно, отправляется на учебу, но внезапно на школу нападает гоблин в каноничном плаще. И вместо уроков уже Человеку-пауку приходится надирать задницу Осборну, параллельно спасая своих одноклассников. Этот уровень, кстати, добрался до битвы за Нью-Йорк. После победы над гоблином игра делает временной скачок, и мы попадаем в наши дни, где продолжают развиваться события и сцены после титров. Место действия — Трискелион. Фьюри промывает мозги Осборну, показывая ученому последствия его экспериментов над сыном. Кадры страданий Гарри само собой выводят Нормана из себя, и ему удается вновь превратиться в гоблина, игнорируя надетые на него технологии щита. Конечно, у Фьюри предусмотрены специальные силовые поля и мощный разряд электричества на такой случай, но, судя по всему, даже они оказываются бесполезными. И виной этому маэстро доктор Дум. По словам Йена, именно Виктор освобождал гоблина с целью достать его ДНК. Однако, судя по дальнейшим событиям, Дум терпит неудачу и скрывается. Тем временем, гоблин проходит по тюремным камерам, набирая союзников в свою новую команду. И первым из них становится Крейвен. И вместе, разбрасывая агентов щита, они освобождают остальных заклятых врагов Паучка. Вот они, слева направо: Эдриан Тумс, Крейвен Охотник, О'Хёрн, Электро и сам Осборн, который призывает новых союзников принести ему голову Паркера. Злодеи следуют в свое новое убежище, где получают свои костюмы. И тут не только Тумс впервые надевает экипировку стервятника, но и О'Хёрн перевоплощается в тот самый гигантский костюм носорога, который нам тизерили еще в первой части игры. Помимо прочего, на концепте мы видим таинственную фигуру, стоящую между носорогом и Электро. И Йен рассказал, что первоначально в состав шестерки планировали включить еще и Саблезубого, но из-за его схожести с формой оборотня у Крейвена от Виктора пришлось отказаться. С точки зрения сюжета, здесь мы наблюдаем небольшую потасовку между злодеями. По всей видимости, Крейвен не до конца разделяет взгляды гоблина. К слову, такая же потасовка случалась и в комиксе, но там вместо Крейвена был Октавиус. После побега из Трискелиона Осборн мечтает отомстить не только Питеру, но и Фьюри. Сам Николас это осознает
устает, поэтому он экстренно эвакуирует Гарри из лаборатории. Но Гоблин оказывается быстрее, поэтому злодей все же успевает добраться до места назначения и начинает разносить агентов. Фьюри и его союзники успешно тянут время и дают безопасно уйти вертолету с Гарри. Осборн таким раскладом недоволен, поэтому он вываливает всю свою ярость на бедных агентов. И наконец, на место событий почти вовремя прибывает Питер, что заставляет Гоблина оставить болванчиков щита и пуститься в погоню за вертолетом. У Паучка буквально нет выбора, и он присоединяется к этой нелегкой погоне. Надеюсь, хотя бы в сиквеле Питер научился плавать. Сам же Гоблин оказывается достаточно близок к Геликерриеру, но его атаку удается отбить, и корабль щита с Гарри на борту бесследно взмывает в небо, оставив Осборна с носом. Тем временем новые друзья Гоблина не забывают о своей задаче, и первым в бой идет Стервятник, закидывая Паучка фирменными лезвиями. По классике босс-файт проходит в воздухе, причем Питеру удается зацепиться за крылья Стервятника, что явно злит злодея. Но так или иначе, Тумс оказывается повержен. Примерно в этом же месте, судя по комиксам, проходил и ночной бой с Электро, которого Паучок также без проблем одолевал. Не успевает Питер отдышаться, как Фьюри вытаскивает его на очередной междусобойчик. И в течение разговора глава щита вновь не успевает ответить на все вопросы героя, поскольку в Квинсе происходит взрыв, куда Паучок и направляется. А источником проблем на этот раз становится Носорог-переросток. Помимо своих внушительных размеров, Рино обзавелся еще и мощными ракетницами, что заставляет обескураженного Питера бежать прочь. Это наводит Паучка на мысль, что теперь ему не справиться в одиночку, поэтому герой отправляется на поиски союзников. Геймплей переключается на Осборна, и в сюжет вновь врывается наш любимый тайный агент из Латверии. Жук пытается завершить то, что начал его хозяин в Трескелионе, а именно добыть образец Гоблина. Но Осборн, судя по всему, недоволен такими хамскими нарушениями личного пространства. Тем временем пришла пора и Крейвену ворваться в бой против нашего дружелюбного соседа. Но не тут-то было, ведь новым союзником Паучка становится Росомаха в своем каноничном костюме. И вдвоем они без проблем надирают задницу охотнику. Но рано праздновать победу, ведь огромный носорог все еще стоит на ногах. Поэтому Питер с Логаном пытается придумать стратегию для победы над ним. Как же хорошо, что ребята уже успели поиграть в Marvel Rivals. Поэтому Паучок запускает Росомаху словно пушечное ядро, а тот в свою очередь принимается кромсать доспехи О'Хёрна. Первая попытка оказывается неудачной, и Громила отбрасывает парочку в стену. Немного поразмыслив, Питеру приходит гениальная идея. Пустив в ход паутину, Паркер ослепляет носорога, после чего героям удается окончательно побороть злодея. Босс-файт заканчивается органичной синергией между новоиспеченными союзниками. Веселый Питер пускает неуместные шутки, а хмурый Росомаха с него кринжует. Ха-ха, классика. Пока Питер был отвлечен на зловещую недопятерку, Осборну все же удалось проникнуть на Геликерриер. Как он это сделал? Вопрос хороший. Возможно, он использовал свою хитрость и, например, прикинулся одним из охранников. В конечном итоге Норман добирается до Гарри. Между ними происходит разговор на повышенных тонах, и Гарри приходится перевоплотиться в Хоп, Гоблина. Потеряв рассудок и свои истинные личности, гоблины начинают ожесточенное сражение на Геликерриере прямо над зимним Нью-Йорком. Транспорт щита не выдерживает такого махича и терпит крушение, разрушая культовый Бруклинский мост. На такой мощный взрыв прилетает дружелюбный сосед и видит обезумевшего гоблина, который держит в своей руке бездыханное тело сына. Питер понимает, что сделал Осборн, и принимается его жестоко избивать. Стартует финальная схватка, которая заканчивается очевидной победой Человека-паука. Осборн принимает свой человеческий облик, разум больше не затуманен. И только в этот момент он начинает осознавать, что он натворил. Серое небо, горящие остатки Геликерриера и крупные снежные хлопья, пробивающиеся через едкий дым. Норман держит на руках тело своего сына и не верит тому,
что он сам украл у себя ту единственную вещь, ради которой он жил. Фьюри разочарован в себе, ведь в попытках вылечить Осборна он допустил его побег, который в итоге привел к многочисленным жертвам и смерти Гарри. Фьюри сделал все, что было в его силах, поэтому теперь единственный выход — это покончить с Гоблином раз и навсегда. На этом моменте, я думаю, должна была стартовать финальная катсцена, в которой Питер, как и в комиксах, рассказывал классу о том, что Гарри больше нет, и предлагал почтить его память. А затем, я уверен, мы должны были увидеть сцену после титров, в которой Жук приносил Думу добытый образец Гоблина. На этом игра заканчивалась. Ох, что я могу сказать? Во-первых, по словам Йена, в сиквеле также должна была появиться бывшая девушка Питера Китти Прайд, а другой анонимный художник даже поделился ее зарисовками, на которых Китти представлена в образе призрачной кошки. И я думаю, в игре должен был повториться любовный треугольник Питер, МJ, Китти, что неплохо так проверяло на прочность отношения нашей любимой парочки. Также я уверен, что после побега Норман мог предпринимать дополнительные попытки дискредитировать Фьюри. Например, в комиксах он записывал большое интервью, в котором раскрывал подробности грязных делишек главы Щита. Во-вторых, на этих сторибордах мы видим явные зарисовки тех идей, которые позже реализовали в Паутине Теней. Посудите сами: схватка на Геликерриере, его последующее крушение, возможность сражаться вместе с союзниками. Ну и что уж тут говорить, перед нами та самая идея уже из другой отмененной игры Team Up with Wolverine, о которой я рассказывал вот в этом видео. Оказывается, совместный геймплей Паучка и Логана планировался еще в далеком 2005 году, но в конечном итоге эта идея так и не добралась до релиза, потому что обе игры в итоге были отменены. И наконец, в-третьих, сюжетная линия с Доктором Думом так и не получила развития. Что мы вообще знаем про Дума? У него на руках есть ДНК как минимум симбиота, Марка и Гоблина. А что он дальше собирался с ними делать? Сказать на самом деле сложно. Но мы можем попробовать найти ответы в битве за Нью-Йорк. Сюжет этой игры крутится вокруг клонов-мутантов, которых создал Осборн по заказу Фиска для захвата Нью-Йорка. Но камон, такой дерзкий захват города, какие-то мутанты, это же совсем не в стиле Кингпина. Лично я тут вижу явный почерк Доктора Дума. И в интервью CBR Майкл Бендис признался, что первоначально в рамках линейки Ultimate Spider-Man планировалась разработка нескольких видеоигр. А это значит, что вполне себе Дум мог стать местным Таносом, который на протяжении 2 игр собирал образцы злодеев и лишь в триквеле эпично выходил из тени для захвата Нью-Йорка. И если это так, то получается, что в триквеле мы могли сразиться с клонами Песочного Человека, гоблинами-мутантами и целой симбиотической армией. А еще не забывайте Руку и Мёрдока из начала сиквела. Возможно, в триквеле должны были развивать и эту сюжетную линию. Но этого, к сожалению, мы уже никогда больше не узнаем. Мы потеряли по-настоящему мрачную игру со взрослым сюжетом, хотя формула до боли нам знакома. Есть 2 сюжетные линии, которые идут параллельно друг другу. Заклятый враг Питера оказывается на свободе и захватывает с собой группу злодеев, которые не просто мечтают расквитаться с Паучком, но и вдобавок ко всему теперь знают и его личность. Друзья и родственники Питера под угрозой. Но в большей опасности находится Гарри. Защитить всех и сразу Паучок больше не в силах, поэтому приходится выбирать. Отдельного внимания заслуживает сюжетная линия Гоблина. Психически нездоровый ученый, который искренне пытается защитить своего сына и продолжить свои исследования. Каждый день он находится в постоянной борьбе со своим недугом и в конце концов проигрывает. На протяжении всего своего пути он считал Фьюри и Питера своими главными врагами, но лишь в последние минуты своей жизни он осознал, что главным его противником был он сам.
Таким образом, мы вновь должны были получить две наинтереснейшие и переплетающиеся сюжетные линии, главные герои которых имеют мотивацию и свои внутренние конфликты. Про сюжет мне больше сказать нечего, поэтому пришло время ответить на главный вопрос. А почему же этот проект в итоге отменили? Ведь казалось бы, и любовь фанатов к первому Ultimate, и мозговыносящие плот-твисты, придуманные для сиквела, и уникальный визуальный стиль, и каноничный сюжет от самого Бендиса, что могло пойти не так? И в общем говоря, мы обсудили с несколькими разработчиками этот вопрос, и в целом можно сформулировать две причины. Первая причина это ты. Ладно, шучу. Первая причина — это недостаточно хорошие продажи первой части игры. Да, несмотря на отличные показатели на старте, хорошие оценки критиков и даже наличие премии Энни за лучшую анимацию, в Activision решили, что продажи первой части все равно были недостаточно хорошими, и они подумали, что сиквел банально может не окупиться. Вторая причина — это параллельная разработка более значимых проектов Treyarch. Напомню, что на момент сентября 2005 года в разработке были Call of Duty 3 и Человек-паук 3. Первая игра относилась к быстро развивающейся франшизе с неизмеримым потенциалом, а вторая игра была по лицензии Sony, с прицелом на Next Gen и новое поколение консолей. И понятно, что эти два проекта были более финансово выгодными, поэтому вместо того, чтобы выделять деньги на разработку новой игры средней величины, боссы просто решили ее отменить, а разработчиков направить на помощь другим, более серьезным играм. Написанный сюжет Майкл Бендис позже использует в комиксах, некоторые геймплейные идеи Vicarious Visions позже реализует в битве за Нью-Йорк, а идея Ultimate Spider-Man 2 так и останется навсегда похороненной в бескрайних архивах Activision Blizzard. Я еще многое мог, но доказать мне не дали. Друзья, не забудьте подписаться на портфолио неподражаемого Йена Хосфельда, ведь именно там недавно появился первый за 20 лет эксклюзивный взгляд на вырезанного из второго паучка Скорпиона. А еще у Йена есть свой собственный сайт, где можно найти материалы и по другим играм. Советую вам обязательно его посетить. И конечно же буду рад, если вы подпишетесь на YouTube канал, ведь если это видео взлетит по лайкам, просмотрам и комментариям, то я увижу, что вам действительно интересна эта тема. И тогда следующее видео будет посвящено самому глубокому в интернете обзору вырезанного контента из игры Ultimate Spider-Man. Всем спасибо и всем пока! С вами был Спайди Санта.